Гала, на чем кого? Гала, договорили А же. искусственно В Москве нахуй. только по-русски. Хорошо, говори по-русски. Мам, куда мы летим? Я очень устала, и мне здесь почти уже не нравится. Пожалуйста, не капризничай. Мама, ты мне обещала роскошное московское мороженое. Светлана, Андрей Алексеевич. вот видите, снова неведомые силы нас свели с вами. Давайте я все-таки вас подвезу. Андрей Алексеевич, чуть не увезла. Простите, ради бога. Арт-деко моя слабость. Ну, вот и оставьте этот каталог себе. Нет, что вы, это неудобно. И потом нас ждет такси. Ну, ладно. Вот что. У меня в салоне есть любопытные образцы почитаемого вами Рульмана. Поэтому заходите, я буду рад. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Какие, говоришь, у него бумаги? От грабаря? Ну, это немного улучшает дело, конечно. Привет. Привет. Вот, твой любимый французский. У нас же бельгийский. Ну, бельгийский, он еще и лучше. Да. Ты пойми, атрибуции я и сам могу сделать, какие угодно. Уткин от этого не станет полезным. Папа! Ксюха, привет. Да. Хорошо. Я подумаю, что с этим можно сделать. Давай. Привет, Растюх. Привет, пап! Представляешь, что я обнаружил? Гомер в Одиссее описывал самых настоящих роботов. Получается, что уже тогда. Андрюша, меня Арсений беспокоит. Сегодня опять всю ночь кричал во сне. Ир, я тебе 100 раз говорил, что нужно иногда выбираться на природу из нашего сумасшедшего города. Давай, наконец, поедем в Рождество. Ну, прошу тебя. Хоть раз за лето можем это сделать? Погуляем, отдохнем, Арсюха побегает. Ему сразу станет... Ему сразу станет хуже. Ты же знаешь, что ему противопоказано любое возбуждение. И вот Илья Моисеевич обещает, что… Илья Моисеевич – врач. Он не пророк. Илья Моисеевич, я не знаю, что тебе еще сказать, чтобы ты меня услышал. Илья Моисеевич. Андрюшенька, ну может еще поторговаться? Ну хотя бы до 25. Жора, остынь. Ты же понимаешь, это нереально. Без того скользкая сделка. 20 вполне. За глаза и за уши. Нет, ты только подумай. 60 лимончиков зеленых за ромбики и за гагулинки. Ну как же мы с тобой продешевили, Андрюшенька, 15 лет назад? Ну, 15 лет назад и 100 тысяч были неплохими деньгами, если помнишь. Да, сейчас за этих 4 Малевичей мы могли иметь 80 миллионов. Жора, не томи, а? Привез? Доставай. Чайная роза. Чайная роза. Да. Айва. О, Ты попробуй. Вот, фихуа. Мамина классика. А вот это, Андрюшенька, заложи-ка в свой сейфик. вот. Малевич в сумке с вареньем – это сильно. Привычка, Андрюшенька. С тех лихих времен, когда самым надежным было возить огромные деньжата в авоськах. Ай, ну какова мама. Как знала. 20 лет держала в подполе эту супремашку, мне не гугу. Мам. Хорошо, Андрюшенька, я все понял. А
Обратите внимание на эту вещицу. Очень интересная. Ну что, до связи. Да. Давай, счастливо, жди моего звонка. И маме привет. Передам, спасибо. Если будете брать, мы сделаем для вас 10% скидку. Вот так. Здравствуйте, Светлана. Виноват. Здравствуйте, Андрей. Вот поверите, убежден был, что мы с вами еще увидимся. Ну, что вы скажете? Как вам тут? Впечатляет. Ну, ожидали чего-то большего? Да нет, что вы. Дело не в этом. Что-то случилось у вас? Какие-то проблемы? Да. Вы знаете, я кроме вас в Москве больше никого не знаю. Свет, если хотите, можем пройти в мой кабинет. Спасибо, но меня ждет Галочка. Вы знаете, я в самолете вам сказала неправду. Мы с Галочкой в Москву не на экскурсию приехали. Я сбежала от мужа. Хочу с ним развестись, а он не хочет. Угрожает мне, шантажирует. Дочка говорит, что в случае развода Галочка останется с ним. А для меня это все. Ну, я понимаю, у меня у самого сына. Мы поселились в гостинице. Сегодня утром я пошла снять деньги с кредитки, а счет заблокирован. Видимо, таким образом он хочет меня вернуть, а это невозможно. И потом я его боюсь. Он способен на все. Света, успокойтесь. Мы что-нибудь придумаем. Обязательно придумаем. Хорошо здесь, спокойно. Все мои страхи тут же куда-то улетучились. А мне это место тоже очень дорого. Тут бабушка моя жила и раньше. Очень давно, правда. Сюда часто приезжал. Представлял себя хозяином леса. На том берегу дерево было с огромным дуплом. Исполняло мои желания. Ладно, давайте перейдем от лирики к вещам более прозаическим. Там посуда, обогреватель есть, вода, колодец. Поеду. Спасибо вам, Андрей. А мы точно здесь никого не стесним? Здесь некого стеснять. Жена сюда не приезжает, потому что не нравится ей тут. Мне тут бывать некогда, так что... Вы не волнуйтесь, я вам обязательно подберу жилье более комфортабельное. И вообще, все будет хорошо. Вот увидите. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Галчонок, родная моя, все у нас будет хорошо, обязательно будет. Ты только верь мне.
Арсений. Я сейчас, мам. Здравствуйте. А вы кто? Света. Исчерпывающий ответ. Что вы здесь делаете? Живу. Еще содержательнее. И давно? Дня 2. Нас, Андрей Алексеевич сюда привез. Я попала в ужасную ситуацию, а кроме Андрея в Москве никого и не знаю. И давно это у вас, Ковалевский? Недавно. Да нет, вы неправильно меня поняли. Привет. Привет. Ну что ж, если я правильно понял, прошу, присаживайтесь. Спасибо. Вас интересует жанровый портрет в голландском духе, да? Да. Но это не имеет никакого значения. Хотите? Благодарю. Простите, не понял. Разрешите представиться? Сотрудник Федеральной службы безопасности майор Соколов. Дмитрий Дмитриевич. Так, Куда? давайте сюда. Спасибо. Стоило так долго ходить кругами. Значит, стоило. Ну и чем я могу быть вам полезен? Сотрудничество хотим. Ну, знаете, до сих пор сотрудничество с вашей многоуважаемой конторой в мои планы не входило и не входит. Это только кажется. Вы знаете, нам известно, кому вы летали в Париж. Нам известно, что вы собираетесь продать полотно Малевича, некогда принадлежащее одному провинциальному музею. Понимаете? Нет, не понимаю. Господин Ковалевский. Если я вам скажу, что слыхом не слыхивал ни о каком холсте, и продавать я ничего не собираюсь. А вы меня пытаетесь загнать в угол. Андрей Алексеевич, у нас на вас столько компромата. Антикварный бизнес – это скользкий бизнес. Было бы только желание, а повод посадить вас всегда найдется. Вот смотрите, время летит вперед, а методы вашей организации не меняются. Какие методы? Шантаж. Ну, я сделал вид, что этого не слышал. А я вам скажу, что сотрудничать с вами я не намерен. В любом случае, вы можете мне угрожать, можете меня запугивать, как угодно. Кто пугает? Я? Да и в мыслях не было. Хотите? Ну, всего хорошего.
Простите. Ирочка, Арсений, здравствуйте. Здравствуйте, Густав Фридрихович. Давненько вы к нам не заглядывали. Кавалерский у себя. Я все слышу. Привет, Артюха. Привет! О, как дела? Хорошо. Отлично. Пойдемте-ка, Арсений Андреевич, я вам одну прелюбопытную вещицу покажу. Арсений Андреевич. Что случилось? Мы с Арсением были в Рождественно. Ясно. Это все твое объяснение? Да нет, почему? Она осталась без денег, без крыши над головой, и где-то нужно было жить. Я ей просто помог. Кроме того, там муж… Историю про мужа-негодяя я уже слышала. Ну, так а что ты еще хочешь услышать? Все? Она твоя любовница? Ира. Почему любовница? Что ты придумываешь? У тебя раньше с логикой был порядок. Присядь, присядь. Не хочу присаживаться, не усаживай меня. Хорошо. Моя логика подсказывает мне единственный уместный вопрос. До каких пор эта женщина будет жить в нашем Рождественно? Ты права. Права. Что ей делать в Рождественно? Прямо под нами, в нашем подъезде, сдается квартира. Пусть живет там. Если она тебе так мешает в Рождественно, будет жить там. Арсен! Привет! Привет! А я теперь в этом доме живу. Класс, здорово. Мы сейчас с мамой. Арсений, поехали, нам некогда. Ну, ладно. Пока. Пока. Потом договорим. Ну вот, опять новые жильцы пожаловали. На прошлой неделе какой-то Миша селился, а теперь стрекоза с красными крылышками. Одинокая, с ребенком. Не иначе, как у толстосума на содержании. Безобразие. Был дом с историей, а теперь вертеп какой-то. Куда все ушло? Держи. Ну, тяжело тебе? Нет. Здравствуйте, милые дамы. Здравствуйте. Только не говорите, что вы мне снитесь. Не скажу. Мы здесь живем. С сегодняшнего дня. В общем, увидев вас, я понял, что за квасом я, видимо, уже не иду. Квасом? Это такой русский лимонад на хлебе. Ага. Сумки тяжелые, небось, может, помогу? О, спасибо вам огромное. Ага. Сейчас в Москве днем с огнем не сечешь хорошего кваса. Тут, представляете, вышел во двор, а там за углом прям бочка стоит. Хороший, ядреный. Ну, для окрошки будет самое то. А крошки? Холодный суп. Ну да. Вот такую вот кастрюлю могу съесть. В один присест. Меня Миша зовут. Галя. Галя. Светлана, моя мама. Мама. Угу. Ну так что, может, пойдем? Да, конечно. Мы, как говорится, соседи, а это больше, чем родственники. Если вдруг какие-то проблемы, обращайтесь ко мне сразу. Спасибо вам огромное. 3-й этаж. Ага, понял. О, это вы, Андрей? Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана.
Ой, а я подумал, папа пришел. Нет, не пришел. Мама, ты почему сегодня такая странная? С Галочкой поговорить не дала. Теперь вот злишься. Арсюша, ну ты совершенно ни при чем. Ну, если хочешь, можешь завтра пойти с этой девочкой, Галочкой, поиграть. Договорились. Молодец, ступай. Очень хорошая квартира, просторная, светлая. Я вам очень благодарна. Даже и не знаю, что бы я без вас делала. Как ваши бракоразводные дела? Да вот, пока похвастаться нечем. Я тут был у своего знакомого. Он очень хороший юрист. И я ему описал вашу ситуацию. А он вот попросил вас ответить на несколько вопросов, чтобы как-то помочь. Конечно, спасибо. Я уже консультировалась. Конечно, шанс есть, если представить суду документы о моей финансовой состоятельности. Доказать, что я смогу обеспечить условия для дочери не хуже, чем в Париже. Ну, видите, значит, не все так безнадежно. Ладно, я пойду. Да, спасибо. А вы ни в коем случае не отчаивайтесь. Спасибо вам большое. Привет. Привет, привет. Ты по мне соскучилась? Конечно, соскучилась. У тебя все в порядке? Думаю, что да. Вот и хорошо. Держись. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Все. Завтра позвоню. Пока. Все-таки это странно, Андрей. Что опять странно? Ну, я попала в глупую ситуацию. Это Света живет в нашем доме. Арсений так потянулся к ее дочери. Ну, и что? Пусть они общаются, пусть играют вместе. Но я же не знаю, как это отразится на его самочувствии. И что скажет доктор? Ира, Арсению не нужны пилюли. Ему не нужны сеансы психотерапии. Все, что ему нужно, это нормальное человеческое общение. Ты не понимаешь? Ты не понимаешь, что он другой? Что он не такой, как все? А дети этого не прощают, они злые. Давай мы не будем говорить о детях. Будем говорить об атмосфере в нашем доме. А что тебе не нравится в нашем доме? Атмосфера в доме наэлектризована до нельзя 24 часа в сутки. Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Я войду? Проходите. А Арсений еще не надоел? Ну что вы, он очень хороший, воспитанный мальчик. Знаете, я никогда не видела, чтобы он с кем-то так вот охотно играл. Им вместе интересно. Свет, давай на «ты». Давайте. Давай. Ира. Света. Хочешь чаю? Хочу.
сдаешься мне? Зачем? А я с первого хода вижу все варианты развития партии. Ну и выиграл бы. А ты тогда не будешь со мной играть? А ты хочешь играть именно со мной? Мне с другими скучно. А у тебя на планшетнике есть поиск по телефону? Нет, зачем? Всегда можно посмотреть, где там мама, папа или я. Вот, смотри. А вот и мы. Да. Ситуация у тебя, конечно, аховая. Но мне кажется, тебе стоит подумать, помириться и вернуться к мужу. Нет, это невозможно. Я не знаю, я бы, наверное, пошла на все, чтобы сохранить семью. Ради Арсения. Понимаешь, он когда нервничает, перевозбуждается, он начинает задыхаться очень сильно, вплоть до остановки сердца. И это так страшно. А ты уверена, что причина такой реакции – перевозбуждение? Да, так доктор говорит. Поэтому мы с мужем стараемся не огорчать сына. И вообще Андрей, несмотря на свою загруженность, очень много времени уделяет Арсению. Да, он очень ответственный и надежный человек. Да, это правда. Но ты не переживай, мы с мужем тебе поможем. Спасибо, но мне сейчас нужно работу искать, зарабатывать. Тебе нужно не работу искать, а мужчину. Влиятельного, состоятельного. Где же они сейчас такие водятся? У меня есть одна идея. Ирка, Ирка. Ты даже не представляешь себе, как я рад тебя видеть. Спасибо, что позвонила. Ну, мог бы и сам появиться, а то пропал на столько лет. Это опасно. Вдруг возьму и опять в тебя влюблюсь. Да брось ты, Борька. Любовь на первом курсе института бывает только раз. Но не заканчивается. А вот и Андрей. Нет, это не он. Проходи. Ну вот, знакомьтесь. Это Светлана, наша новая соседка. Светлана 10 лет прожила в Париже. А это Борис, наш с Андрюшей однокурсник и близкий друг. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. А вам не говорили, Светлана, что вы напоминаете бабочку? Главное, не упорхните внезапно. Я постараюсь. Даже крылышки сниму. Смотри. Как он тебе подходит. Ну-ка. Густав Фридович, вы не брали с моего стола? Андрей Алексеевич, к вам посетитель. Говорит, вы в курсе. Спасибо. Чем обязан? Пришел продолжить начатый в прошлый раз разговор. Ну, мне кажется, мы в прошлый раз все обсудили. Да ошибаетесь, Андрей Алексеевич. Ну, в любом случае, мне добавить нечего к сказанному. Я не буду с вами сотрудничать ни в какой форме. Уж извините. Вы знаете, а я хочу вам напомнить о 5 картинах Малевича, якобы сгоревших в одном известном нам провинциальном музее 15 лет назад. Что самое необычное, 4 из этих 5 полотен были в скором времени тайно вывезены из нашей страны и без вашего участия, между прочим. Я эти картины спас. А вот у меня их украли. Да. Но о краже вы не заявляли, поэтому автоматически стали соучастником. Более того, 5-й из этих якобы сгоревших холстов вы собираетесь продать сейчас.
Доказательство – дело времени. А учитывая стоимость всех 5 холстов Малевича, я думаю, что срок вам светит немалый. Ну, а если ваши счета арестованы? Извините. То как вы будете лечить вашего сына? Насколько мне известно, Илья Моисеевич Горовец очень недешевый доктор. И что вы от меня хотите? Я сообщу вам, когда придет время. Всего хорошего. Ужас, как у Карандышева в «Бесприданнице». Кстати, а вы уже посмотрели нашумевшую «Бесприданницу»? Ой, нет, я еще не успела. Ну вот, пригласил бы Светлану. Ну что ж, мысль хорошая. Да и, может быть, вы с Андреем к нам присоединитесь за компанию? Ну, за компанию к той 1000 человек, которые будут с вами сидеть. Нет, уж идите вдвоем. Нас не дождетесь. Андрей вечно занят. Ирина, а кто у вас играет на рояле? Теперь никто. Раньше каждый вечер Андрей, а теперь я просто пыль вытираю. Здравствуй, дорогой. Привет. Необычно выглядишь как-то сегодня. Да что ты? Я уже не припомню, когда ты мне говорил подобное. Извини. Опа! Привет, однокашничек. По-прежнему шумен и весел. Привет, привет. Я вижу, ты тоже не изменился. Где Арсений? Он у Гали, у них там какие-то компьютерные баталии. Выпьем за встречу? Ну, может быть, позже. Налоговые, куча дел. Светлана, можно вас минутку? Конечно. Извините. Да. Валерский себя не изменяет. Все должны вращаться по заданным им орбитам. За тебя. Ну, как ваши дела? Что нового? Вы знаете, в лучшую сторону не сдвинулась. Понятно. Присаживайтесь. Спасибо. Я вот что подумал. Я мог бы взять вас на работу в свой салон. Вот и появится аргумент для французского суда. Как вы? Спасибо, это было бы замечательно. Но зачем вам это все? Трезвый бизнес-расчет. Вы красивая женщина с европейскими манерами, со знанием языков. Это то, что импонирует всегда клиентам. Вы мне льстите. И кроме того, в ваших глазах нет алчности. Это тоже очень важно. Вы знаете, тогда у меня сразу к вам есть предложение.
мы можем наладить поставку винтажной бижутерии. Из Парижа. Недорогой, но эксклюзивный. Кое-что у меня даже есть здесь. Вот это, боюсь, Светлана, в концепцию моего салона не вписывается, уж извините. И как вам, Светочка, удалось убедить Андрея Алексеевича пустить в наш салон эти безделушки? Трезвый бизнес-расчет. Да, вот, например, приходит коллекционер с дорогим портсигаром или каминными часами, бронзовым канделябром, в конце концов, а мы ему: а вот эта брошка для вашей супруги. Недорого, но эффектно. И он понимает, что за небольшие деньги он спасает себя от скандала жены. Ну, мама, она не будет спрашивать его, на что он потратил деньги. Но если вы именно так убеждали господина Ковалевского, то мне понятно, почему он не устоял. Простите. Алло. Здравствуй, дорогая моя. Я сейчас на работе, мне не очень удобно говорить. Ну, все идет по плану? По плану. По плану. Эй, семь Светик. Ну-ка, Андрей, скоро все закончится. Верь мне. Ну и целуй мою маленькую принцессу. Я тебя люблю, до завтра. Пока-пока. Пока. Галь. Галь. Очень много ты знаешь про бабушек и мам. А мы пианисту просим, мамы нету. Она вас бросила, а мне так моя мама сказала. Ну дайте чуть-чуть. Мамочка, Солнышко мое, ты прости меня. за что, мам? Мне так хочется, чтобы у тебя была радостная, беззаботная жизнь. Знаю, знаю. Мама, папа, дом, семейные завтраки, ужины, парк по выходным. Но ведь так и будет. Совсем скоро, да? Солнышко мое, ты только верь мне. Обязательно верь. Даже если будет трудно. Я верю, мамочка. Верю. Хорошая вещица. Только эмаль чуть-чуть потускнела, тебе не кажется? Ну, за 200 лет что угодно может потускнеть. 200 лет. Скажите, девушка, а что это за такие неожиданные безделушки появились у вас в салоне в последнее время? Это лекарство от недовольства сварливых жен. Остроумно придумано, да? Ничего не скажешь, остроумно. Спасибо, девушка. Верните портсигар. Что? Ну, я видела, как вы подменили портсигар. Вы в своем уме? Вы хоть понимаете, с кем вы говорите? Я понимаю, что вы хотите вынести из салона дорогую вещь, оставив вместо нее подделку. Господа, что произошло? Да вот ваша юная сотрудница обвиняет нас в воровстве. Господа, Александр Сергеевич, Владимир Кириллович, я приношу свои извинения по поводу оплошности нашей молодой сотрудницы. Ну-ка. Что вы наделали, Свячка? Ну, я знаю, я видела. Вы ошиблись, Светлана. А это не шуточный скандал. А антикварный бизнес шума не выносит. Я боюсь даже предположить, как в этой ситуации поступит Андрей Алексеевич. Андрей Алексеевич. Андрей Алексеевич, позвольте, я все объясню. Не стоит.
Густав Фридрихович, мне уже все объяснили. В ярких красках, возмущенно. Все, спасибо, ступайте. Благодарю. Как это понимать? Вы только что оскорбили очень уважаемого, серьезного человека, клиента нашего салона. Как так? Хорошо хоть из благих побуждений. Это вас в какой-то мере оправдывает. А вот я подумал, может, нам поужинать где-нибудь? А? Ну что? Густав посмотрел на меня, не моргая, и проскрипел: вы ошиблись, Светлана, ошиблись. Антикварный бизнес не выносит шума. Я из машины. Мне навстречу алюминиевый магнат. Глаза на выкате, пена у рта. Где ты ее откопал? Ковалевский, верни на место. Что на это скажет Андрей Алексеевич? Их ручки, ноги. Что может на это сказать Андрей Алексеевич? Андрей Алексеевич, можно сказать только, что вы удивительны. Это правда. Чистота помыслов, смелость в принятии решений, искренность чувств – это все вместе очень красивое сочетание.